Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач «Героический выпуск кыргызского народа Манаси». Как я вам раньше говорил, мною на основе варианта сказителя Манаси Сагынбая Оразбакова написан пятитомный роман в прозе на кыргызском языке «Манас». Вот эти книги вот перед вашими глазами. Я все эти книги провел через экспертизу Академии образования при Министерстве образования Кыргызской Республики. И в настоящее время эти книги включены в школьную программу по кыргызской литературе в качестве дополнительного учебного материала при изучении эпоса Манас. Чтобы школьникам было легче освоить эпос Манас, я составил для учеников 8 и 11 классов такие рабочие тетради, и они также решением ученого совета Академии образования включены в школьную программу в качестве дополнительного учебного материала. В настоящее время я работаю над второй частью трилогии Манас эпосом Семетей. Мною закончен первый том данного произведения. Сейчас идет работа над вторым томом. Для того, чтобы еще больше популяризировать наш эпос, я свой пятитомный роман полностью перевел на русский язык. И оба этих варианта на кыргызском и русском языках выставил для продажи на своем интернет-сайте epos-manas.com. Кто хочет, тот может приобрести мои книги на указанном сайте. Кроме этого, я вот уже в течение нескольких месяцев выпускаю видеоролики на кыргызском и русском языках, где рассказываю об эпосе и читаю отрывки своих романов. Надо отметить, что мои видеоролики на русском языке сопровождаются субтитрами на 112 языках мира. Это означает, что теперь любой житель нашей планеты при желании может познакомиться с нашим эпосом на своем родном языке или языке, наиболее доступном ему. Поэтому у меня к вам просьба. Сообщите об этих наших видеороликах своим близким, друзьям, знакомым, родственникам, проживающим в странах ближнего и дальнего зарубежья. Тем самым вы внесете свой посильный вклад в дело распространения эпоса Манас. Вот это все, что я хотел вкратце рассказать вам. А теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. Испуганные вельможи устроили Жакопа во дворце и начали ухаживать за ним. После обильной трапезы Жакоп заметно повеселел. «Аксакал, откуда вы прибыли?» – вежливо спросил Абдыкалык. «Расскажите подробнее о вашем сыне». «Ладно», – улыбнулся Жакоп. После этого он рассказал родословную Манаса, о том, откуда он взял супругу, как завоевал землю предков и как попросил найти подходящую жену. Поняв, отец, какого богатыря к ним прибыл, беки почувствовали головокружение от страха, потеряли дар речи и жалко уставились на старика. Абдыкалык, первым придя в себя, снова обратился к Жакопу с вопросом. «Аксакал, — сказал он, — увидев наших девушек, вы точно рассмотрели одну из них, которая вам понравилась. Но вы слышали ее имя? Ответьте, чью вы ищете дочь?» «Я очень ясно услышал имя той девушки, когда я читал намаз, туда пришли девушки,
чтобы они не увидели меня. Я укрылся в зарослях. Внезапно ко мне подошли две девушки и попытались сорвать с дерева какой плод. Одна из них обратилась к подруге и назвала ее имя Санирабига. Санирабига? — опешил Абдухалык. Да, а Санирабига назвала свою подругу по имени Аруке. Мне очень понравилась Санирабига. Кто она? Дочь раба или хана? Не все равно. Отдайте эту девушку моему сыну. Если откажетесь, не обижайтесь. Не думайте, что в этом случае останетесь безнаказанными. Вам самим будет очень плохо. С угрозой закончил свою речь Жак. Этот старик очень плохой, надменный, властный, коварный человек. Испуганно подумал Абдухалык. Надо немедленно сообщить все подробности про него нашему хану. Если не отдадим Санирабигу, нам придет конец. Вельможа, не подавая вида, продолжил угощать Жакопа. Затем, устроив старика на ночлег, он возвратился к Этемиру и рассказал ему обо всем. Но следующее утро, проснувшись рано, Жакоп вышел на улицу и случайно увидел Санирабигу. «Кто эта девушка?» – спросил обрадованный Жакоп Акылбаиса, вышедшего вслед за ним. «Дочь Этемира Санирабига», – улыбнулся в ответ вельможа. «Оказывается, отец понравившийся мне девушки хан». Еще больше обрадовался старик. Акылбаис: «Немедленно отправляйся к Этемиру. Пусть он отдает мне Санирабигу. Если не хочет этого сделать, пусть скажет об этом откровенно». Согласившись, Акылбаис взял с собой 4 пеков и отправился к Этемиру. «Повелитель», — произнес вельможа, — «Жакоп просит руки твоей дочери». Он спрятался в камышах и увидел всех девушек. Старик точно узнал, что Санирабига твоя дочь, и намерен взять ее для Манаса. Как мы теперь избавимся от этого проклятого старика? И если откажемся исполнить его просьбу, как бы нам не оказаться в беде? Ты прав, задумчиво ответил Этемир. Если не отдадим Санирабигу, под место Жакоп пожалуется сыну. Манас нагрянет сюда с большим войском и может устроить нам кровавую резню. Да, повелитель, печально кивнул головой Абдухалык. Ситуация складывается именно таким образом. Жакоп ясно сказал нам: если хан не хочет отдавать дочь, пусть прямо скажет об этом. Увидев его скверный нрав, мы задрожали всем телом и лишились остатков мужества. Если выступим против него, Жакоп не пощадит никого из нас. Никто не уцелеет от его рук. Тяжко вздохнув, Этемир надолго задумался. Затем, приняв окончательное решение, он обратился к Абдухалыку. «Немедленно отправь всемирных гонцов во все города. Пусть ко мне придут старейшины, вельможи и мудрецы, на время отложив дела». В назначенное время все приглашенные явились во дворец. «Смертельная опасность угрожает нашему народу, проживающим в Бухаре и Киипе», — сказал хан, открывая собрание. «К нам недавно переехал из Алтая, из Жындыра, знаменитый богатырь Манас. Вчера сюда пришел его отец Жакоп и попросил у меня отдать Санирабигу за сына. Оказывается, Манас замучил его просьбами женить его на хорошей девушке. Что мы теперь ответим Жакопу? Если не отдадим дочь, Манас с поднятыми знаменами может перейти в наступление на нас.
Тогда сможем ли мы одолеть этих безродных кыргызов, мои мудрецы? Когда Атемир говорил, никто не проронил слова. Я не знаю, знаете вы это или нет, продолжил свою речь хан. Насколько я слышал, кыргызы сражаются со своими врагами бесстрашно, как голодные волки, и не отступают перед ними. Есть ли среди вас те, кто будет насмерть биться с ними и готов принять мученическую смерть? Кто будет до конца воевать с ними? Не зная, что ответить Атемиру, все замолчали. Увидев, что никто не хочет говорить, Абдыхалық взял слово. «Повелитель», — сказал он, — «есть такая хорошая поговорка предков. К несчастливым людям приходят кредиторы, а к счастливым — сваты. Вашей дочке исполнилось 16 лет, и настала пора выдать ее замуж. Какое место она попадет, какова будет ее судьба, известно только одному Богу». «Верно», — тяжело вздохнул Атемир. «По нашим сведениям, у прославленного богатыря Манаса очень крутой нрав, а сам он достоин великих почестей. То, что Манас весьма серьезный враг, известно всем. Надо решить этот вопрос мирным путем, повелитель». Абдыхалық прав, поддержал друга Ахылбаис. Может, стоит сначала узнать, сколько лет Манасу, какой он человек, ведь его отец находится здесь. Понятно. Кто еще хочет высказаться? Обратился к присутствующим Атемир. «Повелитель», — ответил Абдыхалық, — «если откажем Жакову, навлечем на себя большую беду. Поэтому надо его обмануть». «Каким образом?» — не понял хан. «Попросим у этого наглеца как можно больше халыма для Санирабеги. Потребуем скота, сколько вздумать, огромное количество денег, сколько захотим. Не зная, что делать, Жаков побежит отсюда со всех ног». «Правильно», — обрадовался Атемир. «Потребуем у Жакова большой колым. А тогда он испугается и молча уберется отсюда». «Верно, повелитель», — ответил Абдыхалық. «Ошарашим кыргыза, потребуем у него лошадей, пятилеток, у которых на лбу имеются белые полоски, а на морде шрамы от недоустка. Кроме этого, попросим у Жакова дать нам 100 черногривых лошадей». «Ха-ха-ха!» — довольно расхохотался Атемир. «Ты дал очень хороший совет. А какие требования предъявить по внешнему виду лошадей?» «Пусть лошадей будут черные хвосты, а сами они белыми. Попросим 50 черногривых соврасых лошадей. Потребуем по 25 и гриневых, и гнедых коней. Пусть старик даст 50 семилетних и 8-летних белых коров. А сколько калыма повесим на шею старика из крупного рогатого скота? Потребуем 50 черных быков, а также 50 сплошь полосатых волов. Что мы скажем старику насчет их цвета? Пусть 25 из них будут черными, остальные желтыми. Потребуем 200 годовалых коров». Услышав о колыме, которому требует от Жакова, Атемир и его сановник стали хохотать от души, до колика в животе. «Ох, давно я так не веселился», — проговорил хан, с трудом подавляя свой смех. «Как бы Жаков не отправился на тот свет, услышав о размере нашего колыма. Ха-ха-ха». Вслед за ним и сановники снова начали смеяться, надолго наполнив дворец веселым смехом и шумом. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу.
и прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.